Наконец-то мы дошли до выгодных часов. Персональный циферблат. Также на выбор есть достаточно интересных стоковых циферблатов, неплохая автономность, водные тренировки, что свидетельствует о водонепроницаемости корпуса IP68, перманентное измерение частоты сердечного ритма, мониторинг сна, неплохие материалы, удобные для повседневного использования. Как на самом деле обстоят у Mobvai TicWatch GTX, вы сейчас узнаете. Я купил несколько их часов на распродаже примерно в 2 раза дешевле, чем они обычно продают, и сейчас готов о них рассказать. Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. На всякие умные часы у меня обзоров на канале, наверное, больше 50, плюс есть еще и топы умных часов. Сегодня мой нелюбимый бренд, с одной стороны, с другой стороны, эти часы на распродажах стоят очень дешево. Я считаю, что покупка выгодна, и мне интересно, что TicWatch могут предложить в лоу-кост сегменте, насколько это хорошо выглядит, потому что упаковка выглядит нехорошо, как вы видите, все выглядит довольно дешево, угол слегка побит, это не критично, не драматично, но неприятно. Вскрываем упаковку, все так же скромно, GTX TicWatch. Все максимально дешево упаковано с одной стороны, с другой стороны часы выглядят недешево. Это пока хорошо. Ремешок топорный, металлическая застежка не особо убогая. Я бы сказал, даже не убогая, но ремешок убогий. И внешний вид часов, не все цифры достаточно хорошо прокрашены. Зарядка магнитная с контактами, которые торчат. Защитные пленки все снимаем. Экранчик маленький. Насколько он маленький реальный, насколько маленькие рамки, вы можете уже увидеть. Нет, нужна подача питания, скорее всего. Для того, чтобы они включились, возможно, полностью разряжены просто. Документация и QR-код для того, чтобы они работали. Все это дело я обязательно протестирую. Выглядит все на свою стоимость, скажем так. По поводу того, какие здесь ремешки подходят, разумеется, 22 мм, 21,3, быстросъемные стандартные. С ремешком это дело весит 58 граммов. Как выглядит на руке? Ну, кстати, тактильно довольно комфортная. Но я честно скажу, по ощущениям, не полный дошман. Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянные 5 мбэндов 6 серии разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, а сегодня я расскажу вам об Mobvai TicWatch GTX. Полетели. Производитель предоставил на выбор только черную расцветку данных фитнес-часов. Дизайн, конечно же, не самый топ, но на мужской руке смотрится хорошо. Опять же, все относительно. Корпус самих часов выполнен из металла, приноски дискомфорта не доставляли, но спать в них не совсем удобно. Габариты составляют 48 на 11,9 мм в толщину. На корпусе на тыльной части расположены 2 слегка углубленные контакта для зарядки, краткая информация и датчики мониторинга здоровья. С правой боковой части расположены 2 функциональные кнопки, нажимаются они легко, но верхняя кнопка иногда не срабатывает, лично у меня. Может, мне просто не повезло, правда, с экземпляром. Из коробки нижняя кнопка отвечает за переход к тренировкам, а верхняя кнопка включение-выключение, переход в меню и возврат. Далее, с фронтальной части расположен экран на 1,28 дюйма TFT с разрешением 240 на 240 точек, с рамками, которые трудно не заметить. Яркость на борту 4-ступенчатая, яркости при ярком освещении не хватает. Конечно же, автояркости на борту нет, как и Always On Display. Время отключения экрана максимум до 15 секунд, скроллинг с фризами, но не скажу, чтобы самый плохой. Интерфейс на английском языке, по свайпам с главного экрана сверху вниз, панель быстрого доступа, где расположена информация о заряде, но не в процентах, значок сопряжения со смартфоном, день недели и дата. Также есть режим «Не беспокоить», режим энергосбережения, поиск телефона и последний — это переход к настройкам. Свайп снизу вверх — это переход к уведомлениям. Свайп слева направо и наоборот виджеты, такие как измерение сердечного ритма, сон, секундомер и таймер. Далее погода, которая показывает неточные данные, тренировки и активность. Летим дальше. Чипсет установлен RLC 8762C на 40 МГц. По заявленной производителем информации, оперативная память на 160 килобайт и внутренняя память на 16 мегабайт. Правда, как будто в 2010 вернулись. К Wi-Fi подключать нельзя, встроенного GPS на борту также нет. Из функционала на борту есть плеер, с помощью которого можно переключать треки и ставить на паузу, воспроизводить, плюс есть фонарик. Будильник можно устанавливать только на смартфоне в приложении, с часов его не установить. Настроек на самих часах практически нет, есть только возможность отрегулировать яркость экрана. Далее, вибромоторчик не настраиваемый и топорненький, лично меня он не разбудил. Микрофоны и динамика не запихали, так что разговаривать с помощью них
их, конечно же, нельзя, что неудивительно, и звонок можно только сбросить. Уведомления приходят моментально, что хорошо и отображаются на русском языке, но иконки, как и смайлики, не отображаются. Сообщения больших размеров посмотреть полностью нет возможности, ответить на звонок или сообщение быстрыми заголовками нельзя. Далее, при поднятии запястья экран загорается, но не всегда. Из датчиков на борту акселерометр и перманентный датчик мониторинга сердечного ритма. Пульсу воздуха не измеряют, что уже хорошо, но показатели по мне не совсем точны, то же самое с мониторингом сна. Имеется 14 режимов тренировок, среди которых есть водные. Летим дальше. Емкость аккумулятора 200 мАч, полный цикл зарядки занял у меня 2 часа, 17% заряда ушло за 17 часов с одной 30-минутной тренировкой. И помним, что GPS здесь нет, как я уже говорил. В общей сложности их хватит не больше, чем на четверо суток, хотя производитель заявил о том, что прослужат они до 7 дней регулярного использования. Вернемся к корпусу. Так как он имеет водонепроницаемость IP68, я окунул их в проточную воду на 30 секунд, и с ними ничего не произошло. Функционал не пострадал, и работать они хуже не стали. Летим дальше. Для того, чтобы использовать часы, их нужно подключить к приложению под названием Mobvai, formerly TicWatch. Доступно как на Android, так и на iOS-системах. В приложении мы можем увидеть заряд аккумулятора в процентах, перейти в магазин циферблатов и установить свою фотографию на заставку тоже, кстати, можно. Также можно более детально настроить часы под себя, обновить прошивку, но обновление мне не прилетало. И, разумеется, можно посмотреть результаты суммарные мониторинга вашего здоровья. Bluetooth здесь относительно старенький, версии 5.0, при этом связь они держат стабильно, с устройством, в котором они в паре, и без причины они не отваливаются. Подключить по Bluetooth те же наушники нельзя, не говоря уже на грудном датчике. Минусы перечислять особо не стоит, так как часы сами по себе имеют очень маленький функционал. Разумеется, здесь нет микрофона, динамика, возможности подключения к Wi-Fi, сотовой связи и еще море всего. Это из разряда того, что урезанный фитнес-браслет в форме часов. Стоят они в районе $39. По ссылке в описании к видео я, по-моему, вообще за $26 их покупал. Если промокоды посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии, вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки. Они появятся, потому что с 21 числа на Али опять распродажа, плюс они стабильно выгружают какие-то промики и купоны даже между этими сейлами. Я вчера только 2 постил. Пусть небольшие, но приятные. Резюмирую, умные часы а-ля фитнес-часы TicWatch GTS, как по мне, не лучший вариант для покупки за эту цену, которая сейчас на Али. Может быть, если вы решите купить что-то подобное, посмотрите на Mi Band 6 и еще море всяких часов, которые существуют. По ссылке в правом верхнем углу я добавлю то, что я считаю достойным. Мне они однозначно не понравились, хоть и материалы, как и сборка хорошая. Они больше про внешний вид. Как говорится, они больше красивые, чем умные. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, пишите, стоит ли на такое делать обзор, потому что Apple Watch SE тоже скоро расскажу, но там совсем другая история. От меня девайсу нет, только если вы фанат Mobvai, либо вам просто внешка их нужна. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.